Думаю, как парню, тебе легко определить девушку, с которой ты бы хотел познакомиться, но ты слишком напуган, чтобы на самом деле подойти и сделать это. Так что я хочу разобрать парочку ситуаций, в которых, возможно, ты найдешь себя, и если начнешь задавать себе вопрос, что самое худшее может произойти, то думаю, это точно поможет облегчить тебе выбор, стоит подходить или нет. Давай представим, что ты закончил очередной бесполезный день в своем офисе и идешь домой. Внезапно ты видишь красивую знаменитость в сопровождении личной охраны. Похоже, что они спешат, так что перед тем, как подкатывать, спроси себя, что самое худшее может произойти. Есть неплохой шанс получить люлей, и думаю, что она замужем, так что игра не стоит свеч. Лучше продолжай спокойно идти домой и высматривай возможности получше. Хорошо, скажем, ты стоишь в очереди за кофе, мечтая, что кофеин принесет немного счастья. Ты замечаешь милую бариста и пялишься на нее вот уже несколько минут. Ты даже уверен, что она пару раз посмотрела на тебя. Хотя, может быть, ты накручиваешь. Похоже, она только что подмигнула тебе. Но угол обзора не очень удобный. Ты ведь не видишь другого ее глаза. Может, она просто моргнула. Кто его знает? Так что спроси себя, что самое худшее может произойти? Правильно, это ее работа. Быть милой с посетителями. Так что, скорее всего, ты опозоришься перед всей кофейней. Времена непростые, и наверняка она строит глазки, чтобы получить на чай. Конечно, это не конец мира, но лучше подождать подходящую возможность. И больше никогда не возвращаться в эту кофейню. Давай представим, что ты сидишь в баре со своим другом и пытаешься понять, воспринимают ли вас окружающие геями. Как вот внезапно подходит красивая девушка и говорит: «Привет, видела тебя снаружи, и ты милый парень моего типа, очень классный, и я бы хотела с тобой познакомиться, вот тебе мой номер». Спроси себя, что самое худшее может произойти? Некоторые из вас могут не замечать очевидного, но, ребята, не будьте наивными. Конечно же, вас снимает скрытая камера для пранков. Спокойно уходите и ждите возможностей получше. И вот день подходит к концу. Ты идешь домой через парк и внезапно замечаешь щенка золотого ретривера, играющего в нарциссах. Ты пытаешься понять, где его хозяин, и видишь одинокую девушку на покрывале для пикника. Она читает твою любимую книгу, на ней желтое платье и немного большие для ее глаз очки, которые она очень мило поправляет. На ее щечках ямочки от постоянных улыбок, и скорее всего у нее нежный, немного напуганный голос. Когда ты подходил, она как раз отложила книгу, чтобы размяться, и у вас произошел зрительный контакт. Она машет тебе и приглашает занять место рядом на покрывале. Ты садишься, и на тебя запрыгивает ее счастливый щенок, а девушка говорит: «Ого, обычно она боится новых людей, получается, это хороший знак?» Спроси себя, что самое худшее может произойти? Правильно, тебе же не нужно разбитое сердце, после которого ты опять будешь страдать. У тебя всегда есть завтра, так что не спеши и продолжай ждать возможности получше.